Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи Светлана Пикта и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. В России принято решение о гуманитарных поставках электроэнергии в Абхазию. Борис Леонидович, что, во-первых, случилось с Абхазией? Почему им не хватает электроэнергии? И мы все помним летние верные отключения в Краснодарском крае. Хватит ли нам электроэнергии? Зимой точно хватит. У нас проблема на юге, как ни странно, летом, кто бы мог подумать. Я не очень понимаю, почему все это подается как некая сенсация. Такие гуманитарные поставки осуществляются в течение последних уже лет 6-7. Ничего нового. Объем поставок 327 миллионов киловатт-часов в пересчете на деньги 1,4 миллиарда рублей. То есть, если это действительно такой информационный повод, который заставляет волноваться всю Россию, мне кажется, не очень обеднеем. Вот 1,4 миллиарда рублей, ну, точно выдержим. Если говорить серьезно, то проблема в том, что у Абхазии ровно один источник электроэнергии. Первый момент. Второй момент. Нет ни одной тепловой электростанции. Зима. Как ни странно, в Абхазии, в которой горы, тоже прохладно. Соответственно, республика переключается на электрическое отопление. Происходит ежегодно. Ежегодно вот на такие суммы, порядка, грубо говоря, в пределах 1,5 миллиарда рублей мы осуществляем. Электростанцию не строим. Источник Ингурская ГЭС, построена была в Грузинской Советской Социалистической Республике в 1978 году. На самом деле весьма серьезное сооружение. Вторая по высоте плотина, выше только Нурекская ГРЭС, 271,5 метра, 271,5 метра бетонная плотина, все более чем серьезно. На проектную мощность так и не вышло. В советские времена ошиблись с расчетом гидроагрегатов, но тем не менее на день сегодняшний 1300 мегаватт. То есть блок атомной электростанции большой. Грузия ведет переговоры о том, чтобы найти возможность прокредитоваться и довести до установленной мощности. Установленная мощность 1640 мегаватт. Вот как бы понятно. Что касается того, как проходит граница после 2008 года между Грузией и Абхазией, достаточно занимательно. Водохранилище находится в Грузии, сама электростанция в Абхазии. Так прошла граница. Ни одного инцидента, связанного с работой Ингурской ГЭС, за все постсоветское время не было. То есть можно ссориться, ругаться, драться, воевать где угодно, только не здесь. Причина понятна. Если вы желаете прекратить поставки электроэнергии в Грузию, у вас просто нет воды. Если желаете не дать воду, вы сидите без электроэнергии. Еще один удивительный момент. В 1994 году, недавно совсем, была достигнута устная договоренность о том, что 60% вырабатываемой электроэнергии идет в Грузию, 40% в Абхазию. Соблюдается. По-моему, такое только на Кавказе возможно. Вот договорились. Ситуация похожа на змею и черепаху. Анекдот про змею и Да, черепаху. просто вот если мы смотрим на Тирасполь и Молдавию, то там несколько иначе все выглядит. А здесь, еще раз, письменного соглашения нет, и вот сколько, 30 лет прошло, ни разу ни одного нарушения не было. Есть еще одна гидроэлектростанция, перепадная ГЭС, так называемая, каскад из 4 штук на реке Эрискали, вспомнил. Вспомнил с трудом, потому что работает только один из них. 4 каскадов в рабочем состоянии один. И, простите, 60 мегаватт этого погода не делает. На фоне Ингурской ГЭС вообще ничего. То, что происходит с ГЭС каждый год, на мой взгляд, тоже общеизвестный факт. Зима – это время, когда в водохранилище гидроэлектростанции надо накапливать воду, иначе вы весну, лето и осень сидите без электроэнергии.
То есть, как бы, что бы ни происходило, воду надо накапливать. Что касается обстановки в Абхазии, я сейчас не про политику, это без меня, надеюсь, специалисты есть, которые расскажут. 9 декабря этого года был введен график включений, не выключения, а включения. Электроэнергия в республике имелась в течение 11 часов в сутки. На этом все. Поставки электроэнергии из России начались 27-го, по-моему, 23 декабря. Теперь отключения будут всего 4 часа в сутки, 2 часа ночью, 2 часа днем. И продолжаться это будет до 1 марта. 1 марта, я так понимаю, энергетики Абхазии и Грузии считают тем рубежом, когда начнется больший объем выработки. На день сегодняшний сброс минимальный. Ингурская ГЭС работает на мощности 160 мегаватт из 1300. Вот такая обстановка. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. 12 часов без света, это, конечно, трудно представить, без электричества. Повторяешь, ни одного источника электроэнергии, проекты восстановления вот этих перепадных ГРЭС, так их называют, она же ГЭС в Арднире, два названия, кому какое больше нравится, были, но не реализованы. Поскольку это целиком на территории Абхазии, Грузия здесь помочь не может. С мощностью Ингурской ГЭС, если повезет с финансами решить вопрос, то все будет в полном порядке. Для нас это тоже важно, на самом деле, лето впереди. Грузия, напомню, с 2022 года чистый нетто-экспортер электроэнергии, более миллиарда киловатт-час, будет только расти и расти. Так, чтобы было понятно, о чем речь, установленная мощность энергосистемы Грузии на день сегодняшний 4,6 гигаватта, из них 3,5 – это гидроэлектростанция, то есть более 70%. Чтобы было еще более понятно, что происходит в Грузии, и чтобы было о чем нам, наверное, задуматься, ну, может быть, мы соизволим задуматься. В 2022 году был отмечен такой юбилейчик. Начиная с 1991 года по 22 в Грузии построено 50 новых гидроэлектростанций. Запланировано строительство еще 260 гидроэлектростанций. Да, они небольшие. Майданы майданами, а строительство по расписанию. Самые крупные из них, они все небольшие, поскольку вот в этом году будет введено в строй еще 8. Самая большая 44 мегаватта всего, ну, да, пусть небольшими шагами, но безостановочно. Просто безостановочно. Объем поставок нарастает, поставляется электроэнергия в Азербайджан в зимнее время. Не хватает генерации. Но основной объем пока шел в Турцию. Пока, потому что, вероятнее всего, с лета этого года еще одним крупным покупателем станет Российская Федерация. Причины я уже сказал. По планам Грузии, если у них все будет получаться, установленная мощность к 1935 году вырастет до 15 гигаватт. Так, чтобы было понятно, в России 250. Вспоминаем размеры Грузии и размеры России. И это они еще, собственно говоря, не вкладывались в строительство ветроэлектростанций и солнечных электростанций. Там одна солнечная, одна ветряная. Все. В общем-то, вполне достаточно. Тепловая генерация есть. Газ поступает из Азербайджана, газ поступает из России. То есть зимы они проходят уверенно. Проблем ни с чем не испытывают. Напомню, что только что проходил очередной конкурсный отбор на строительство объектов возобновляемой энергетики в Российской Федерации. Есть победители по строительству ветроэлектростанций, есть победители по строительству солнечных электростанций. Количество заявок на строительство малых ГЭС в России равно нулю. А рядом Грузия.
Вот. Так что, на мой взгляд, То единственный есть мы, способ... получается, на ровном месте подняли зависимость от Грузии и наших южных регионов. Ну, Грузия не отказывается зарабатывать деньги. Что ж она. С учетом их планов они будут поставлять еще больше, причем всем подряд. Так что Азербайджану электроэнергия, например, нужна для восстановления возвращенных районов. Спрос большой. России, которая, если будут выполнены решения правительства о строительстве новых электростанций на нашем юге, новые электростанции получат году к 30-му. У Грузии хороший запас, хороший темп и ни малейшего желания останавливаться. И, кстати, заодно мы отсекли вопрос, почему Грузия даже не размышляет о строительстве атомной электростанции. При таком количестве всего, что у нее есть. При этом гидропотенциал Грузии, как и в России, использован на 20%. Правда, в 1991 году было 9%, сейчас 20%. На территории Грузии больших малых рек, горных рек, быстрых рек, еще не задействованных для строительства гидроэлектростанций, около 300. Я не знаю, насколько сильно отличаются ситуация с реками на Южном Кавказе и на нашем Северном Кавказе. Ну, может быть, мне казалось, что не настолько радикально. Тем не менее, из того нового, что мы строим, ну, вот в Дагестане Росатом начал строительство крупной ветроэлектростанции. Малыми гидроэлектростанциями мы заниматься не хотим. Причина мне неизвестна, вернее, известна, но это, конечно, такая тема для большой передачи, большой аналитики. Ну, пока вот так. То есть, с одной стороны, мы видим пример того, что Абхазия и Грузия могут совершенно мирно существовать, если дело касается выработки электроэнергии. С другой стороны, мы видим явный недостаток энергосистемы Абхазии. Газа нет, тепловых электростанций нет. Одна ГЭС поломана, грубо говоря. Если бы удалось восстановить вот эту ГЭС в Арниле, то, может быть, ситуация стала бы полегче. Когда работали все 4 каскада, все 4 части каскада, это было все-таки 340 мегаватт. И, ну, была бы достаточно существенная поддержка. Но чего нет, того нет. И тут уже пусть рассказывают господа политологи, почему не подписан договор об инвестициях. Может быть, российские инвестиции пошли бы и сюда. У нас не получается строить малые ГЭС, но, может, хотя бы отремонтировать сможем. Бывают же такие чудеса в этой жизни. Да, и при этом, разумеется, все оборудование на действующих ГЭС, построенных до 1991 года, наше российское, силовые машины, все, что необходимо для ремонта, поставляют. И, опять же, если господа политологи не в курсе, то поставки российской электроэнергии в Абхазию аккуратнейшим образом согласовываются с Грузией. Никаких чудес. Линии электропередач работают, по станции должны знать, что происходит. Ну, грубо говоря, если мы поставляем электроэнергию из России, в Грузии должны точно знать, что им подавать в это время нельзя. То есть, несмотря на все события 2008 года, российские, абхазские, грузинские энергетики вообще не заметили, что там что-то происходило. Вы там выясняете отношения с чем угодно и как угодно. Наши провода должны работать, вода должна поступать вовремя, электроэнергия должна производиться. На мой взгляд, хороший пример. И, на мой взгляд, еще один повод задуматься, почему Грузия во время избирательной кампании, руководство Грузии вела себя так, как вела. По итогам прошлого года на поставках электроэнергии в Турцию, ну, основной объем поставок Турция, Грузия заработала более 80 миллионов долларов. Страна небольшая, и каждый ввод – это новое и новое поступление. Есть надежда, что удастся привести в чувство руководство Армении. Там более чем серьезный проект предусмотрен. Строительство линии электропередач, которая пройдет сквозь Грузию в Иран, сквозь Армению в Иран. Проект не самый простой, потому что за то время, пока шли, так скажем, армяно-азербайджанские события, Армения, которая изолирована от России, у нас нет прямой границы,
синхронизировала свою энергосистему с Ираном. Теперь, соответственно, поставки электроэнергии из Грузии, ну, может быть, мы когда-нибудь что-нибудь построим. Грузия не отказывается от того, чтобы зарабатывать еще и на транзите электроэнергии. Она вообще на все согласна, потому что она хочет зарабатывать деньги. Если это ей выгодно, она будет это делать. Если, конечно, Саламе Зарубашвили, или как эту французскую бабушку зовут, чего-нибудь не отчебучит. Планировалось, проектировалось строительство линии электропередач через ставку постоянного тока до 400 мегаватт. И это сквозняком должно было уходить в энергодефицитный Иран. То, что Иран энергодефицитен, мы вот наблюдаем сейчас. В Тегеране снег. В Тегеране были закрыты образовательные учреждения. Тегеран не рассчитан вот на минусовые температуры. Это столица. Да, горная местность, да, есть планы по переносу столицы в Тегеран. Им просто не помещаются в своих границах, расти некуда. Но, тем не менее, обстановка вот такая, сотрудничество продолжается. С Арменией договориться ни о чем не удалось. Планировалось совместное финансирование вот этой связки Грузии и Армении. А дальше строительство новой линии электропередач из Армении в Иран должен был оплачивать Иран. Иран, глядя на творческое поведение руководства Армении, сообщает, что в условиях санкций у него денег нет. Вот. Хотя в 2022 году, когда вроде бы намечалось достаточно быстрое подписание мирного договора с Азербайджаном, между Арменией и Азербайджаном, с тем, чтобы военные действия окончательно остановились, Иран сообщал, что нашел деньги. А сейчас их нет, потерялись. Иран понять можно, потому что ему вкладывать деньги для совместной работы со страной, которая все еще не вышла из военного состояния, ну как-то повода нет на самом деле. Нужно страховаться от всего. Нельзя сказать, что абсолютно безоблачные отношения у Ирана и Азербайджана, но тем не менее Иран тоже ждет мирного договора. Ну, соответственно, все это тормозится. Ну, а мы пока можем только порадоваться за энергетику в Грузии. Да, небольшие ГЭС, некоторые там совсем крошечные, 2 мегаватта, 3 мегаватта, но если их строить, по-моему, рекордная отметка была в 2021-м, 12 ГЭС за год, по-моему, совершенно нормальный темп. Остается радоваться, остается, ну, лично мне продолжать пытаться разгадать загадку, почему на строительство малых ГЭС у нас желающих просто нет. Это не потому, что там условия были плохие, условия проведения тендеров на строительство возобновляемой энергетики у нас заявительно. То есть, если приходит компания, которая говорит, что вот она желает, ее в конкурс включат, никаких проблем. Ну, просто никто не пришел. Да, это действительно тема для отдельного разговора. У меня есть личные примеры. Прям я видела, как малая ГЭС на небольшой реке, весь ее путь от строительства до заморозок бесконечных, попыток реконструировать и так далее. Я думаю, что мы выделим на это время, правда? Ну, рано или поздно найдем. Я просто на всякий случай напомню, что большие ГЭС мы тоже не строим, малые мы не строим. Мы решили, что нам эта отрасль энергетики просто не нужна. С одной стороны, как бы грустно, с другой стороны, разрешено иметь собственную генерацию до 5 мегаватт безо всяких проблем, если вы не включаетесь в сеть. То есть, если вы для своего объекта что-то построили, то Россети, как ни удивительно, претензий не имеет. Мне кажется, что если ситуация со строительством новых мощностей в энергетике не изменится, то у нас таких малых электростанций будет становиться все больше и больше. Тем более, что строительство ГЭС мощностью до 5 мегаватт технически возможно. Как показывает пример Грузии, на это уходит пару лет, и близлежащий населенный пункт, небольшой поселок или какое-то сельскохозяйственное предприятие уверенно запитывается электроэнергией без технических присоединений к большой сети. И на всякий случай напоминаю, что по данным Министерства энергетики, объектов малой распределенной генерации, то есть мощностью до 5 мегаватт в России сейчас порядка 10 гигаватт, ну, то есть 1,25 от общей установленной мощности. По данным Ассоциации малой энергетики, которая этим бизнесом занимается, таких мощностей у нас 19 гигаватт.
Ну что же, вот радостно было слышать про этот остров трезвомыслия в том, что сейчас происходит, и вообще про вот эту женскую дружбу Абхазии с Грузией. Вот. Но в То есть любом вот, случае, да, я понимаю, что политикам есть чему поучиться у энергетиков на этом примере. Хотелось бы, чтобы, в общем-то, в мире было больше такого. А, ну и специально для тех, кто считает, что от поставок электроэнергии на сумму 1,4 миллиарда рублей Россия может просто погибнуть. Напоминаю, что с 9 декабря в Абхазии не работали детские школы и сады. Ограниченное время работали все государственные и муниципальные образования, ну, то есть вот все министерства, ведомства и прочее, прочее. Ну, сейчас у них, по крайней мере, рабочий день появился, дети в школу пошли. Да, нужно, конечно, помнить, что если гуманитарная катастрофа у людей, то, конечно, в нашем менталитете, по крайней мере, делать то, что от нас зависит. Правда ведь? Тем более, ну, что меня больше всего удивляет, такие поставки ежегодно осуществляются, но в этом году мы вот решили, В что этом это... году особая политическая ситуация. Я сразу поняла, что это накал, потому что была особая политическая ситуация, предпосылки для того, чтобы раздуть и еще и эту тему. Да. Ну и, конечно, проблема с майнингом криптовалют в Абхазии никуда не делась. У них есть данные о том, что начиная с 2020 года конфисковано в общей сложности 10 тысяч майнингового оборудования, 10 тысяч единиц. Но станет ли ситуация лучше, хуже, сказать сложно. Закон там пытались принять, не получилось в связи со стрельбой в парламенте. Ну, мне сказать сложно. С 2008 года Абхазия находится под крылом у России. Почему до сих пор не удается навести порядок, мне сказать сложно. Это господам политикам. Да, ну, как и в случае с майнинговыми компаниями в Беларуси, наверное. Майнинговые компании в Беларуси, они будут работать на совершенно другой основе. Там есть собственная генерация в таком объеме, которая вполне позволяет на серьезных основаниях войти в майнинговый бизнес. В Абхазии, ну, простите, такое простая мысль. С 2008 года по 2024, ну, хотя бы угольную электростанцию можно было построить, чтобы не было вот такого пикового спроса на электроэнергию зимой, когда холодно. Но дайте тепло людям. Я не говорю про то, что надо построить магистральный газопровод, но уголь у нас есть. Не самая большая проблема. Почему не решается? Вопрос, конечно, к политикам. И, разумеется, все мои высказывания – это сугубо оценочное мнение. Я только про энергетику. Вот как там что в парламентах происходит. Для меня удивительно, почему за 16 лет нельзя было воткнуть хотя бы небольшую угольную электростанцию и на этом забыть вот эти зимние приключения. Ну, пусть об этом расскажут специалисты. Удивительное рядом, но оно запрещено. Спасибо, Борис Леонидович, за Спасибо, всем всего доброго.